Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Flintlock The Siege of Dawn стартует уже сегодня, 18 июля. По этому поводу разные издания начали публиковать свои обзоры игры от A44 Games, и там все не очень классно. На момент публикации этой новости на нашем сайте у Flintlock 70 баллов на Metacritic и 64 балла на OpenCritic. Тайтл получил всего 25% рекомендаций. Проект хвалят за хорошую боевую систему и способы перемещения, интересные битвы с боссами и занятное применение системы репутации. А ругают практически все остальное. Жалуются на скудный набор врагов, неудобное управление, слишком ускоренное повествование, дороговизну апгрейдов для оружия и периодическое ощущение неточности ударов. Разве что о дизайне уровней мнение разделилось. Кого-то решение разрабов буквально выводят из себя, а другим планировка уровней с упором на вертикальность и платформинг пришлась по нраву. Производительность тоже оставляет желать лучшего. Игра сделана на 4-м Unreal Engine и довольно неплохо выглядит при этом, но отмечают, что переход на 5-ю версию сделал бы картинку еще краше, а производительность стабильнее. К сожалению, рука об руку с движком от эпиков идут известные болячки вроде заиканий, хоть и не такие жесткие, как, например, в The Callisto Protocol. Flintlock The Siege of Dawn стартует сегодня на ПК, PlayStation и Xbox, включая Game Pass. Есть русские сабы. Все давно привыкли, что постоянные крупные обновления игр, вышедших 5 миллионов лет назад, это норма. Но сегодня мы переходим на новый уровень. Hello Games анонсировала настолько здоровый апдейт для своей No Man's Sky, что выпускать его планирует по частям. Называется обновление Worlds, и вчера в игре стал доступен его первый кусочек. Миры значительно улучшают всю вселенную No Man's Sky, в том числе вариативность флоры и фауны, разнообразие биомов и геймплея, вводят значительные визуальные апгрейды и не только. Судя по словам Шона Мюррея, часть технологий позаимствовали из другой, еще не вышедшей игры Hello Games — Light No Fire. Длинный список изменений можете глянуть в заметке на сайте, но если перечислять вкратце, то разрабы обновили систему симуляции ветра, переработали рендер воды, доработали тени, реализовали объемные облака, в эти облака засунули летающие острова, новые биомы, существ необычных завезли, добавили меха-костюм, органическую броню и еще бог знает сколько всего изменили под капотом движка. Как минимум, загружается все быстрее, DLSS 3 разрешили врубать, и FPS должен стать стабильнее. Шон Мюррей подтверждает, что в рамках Worlds планируется еще больше крупных изменений, о которых расскажут позже. Всем фанатам Якудза, она же Like a Dragon, она же Дамейдане, приготовиться! Сайт Video Games Chronicle передает, что в конце сентября на выставке Tokyo Game Show 2024 студия Ryuga Gotoku представит новую часть. Об этом компания рассказала во время недавнего прямого эфира. Уточню, что не факт, что на ТГС анонсируют именно следующую Like a Dragon. Например, нас может ждать спин-офф из линейки Judgment или нечто совершенно новое. Последняя на данный момент Like a Dragon, Infinite Wells, увидела свет в январе 2024 года. Игра разошлась миллионным тиражом за первую неделю и собрала очень высокие оценки. По мнению Василия Гальперова, у РГГ получилось изумительное приключение, сочетающее драму и комедию. Orcs Must Die — серия, которая запомнилась многим тем, что ее третья часть на релизе была эксклюзивом, нет, не Xbox или PlayStation, а Google Stadia. Разработчиков, видимо, отпустило, они анонсировали новую часть и собираются сразу релизнуть ее на понятных платформах уже в начале следующего года. Игрокам вновь предложат строить ловушки и пачками уничтожать орков. По сравнению с другими частями обещают углубленные системы прогресса, элементы роуглайтов, улучшенную физику и повышенную вариативность локаций. Можно будет играть как в соло, так и в кооперативе до 4 человек. Сложность при этом динамически адаптируется под число участников матча. Что касается стиля серии, то фирменный юмор и безумная физика остались на месте, а саундтрек бодрит акцентами на гитары и барабаны. В мире Dragon Age магия крови — одно из самых грязных занятий. Но в первой и второй частях главный герой все-таки мог взять себе специализацию мага крови и грязь устраивать. Однако в The Veilguard такой возможности не будет. Как посчитала BioWare, в лоре появилась слишком большая сюжетная пропасть между магией крови и протагонистом. Вот что рассказал по этому поводу ведущий сценарист Патрик Уикс. Магия крови вряд ли вернется, потому что мы изменили ее характер. Теперь она не просто усиливает
персонажа, а является ключом ко многим мерзким вещам, которыми, на наш взгляд, главные герои заниматься не должны. Конец цитаты. По лору Dragon Age магия крови и впрямь считается особенно тяжелым проступком. Ее крайне осуждает церковь, а страх перед магией крови настолько силен, что влиял даже на немагические науки вроде анатомии. Поэтому есть мнение, что в первой и второй Dragon Age имелся существенный сюжетный разрыв между миром вокруг и протагонистом магом крови. Дескать, окружающие слишком мало и вяло реагировали, когда герой использовал столь стигматизированную магию. Вот теперь он вообще ее использовать не будет. Решили проблему? Dragon Age The Veilguard должна выйти в течение осени на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Цифровой магазин Xbox 360 потихоньку доживает свои последние дни. С 29 июля пропадет возможность приобретать игры и DLC в цифре для этой старенькой консоли. Подсластить горькую пилюлю призван динамический фон для Xbox Series в стиле интерфейса Blades с Xbox 360. Вот как эта тема выглядит. Культовая тема от Xbox 360 появилась в 2005 году и продержалась на своем месте 3 года, пока ей на смену не пришел обновленный дизайн New Xbox Experience. О закрытии цифрового магазина на боксе Microsoft напомнила не только новой заставкой для консоли, но и очередным раундом больших скидок вплоть до 90%. Все купленные тайтлы, если что, можно будет загружать повторно и играть. Обратная совместимость с более новыми консолями тоже сохранится. По подсчетам портала VGC, после закрытия магазина для Xbox 360 более 220 проектов будут утеряны навсегда. Они не получили физического релиза, а иногда просто недоступны по обратной совместимости. Можете прожать F в комментах там, где смотрите видос, или перейти на наш сайт stopgame.ru и отдать дань уважения Xbox 360 там. А сразу после этого прочитать обзор Anger Food от Кирилла Волошина. И напоминаю про надвигающийся Лиман. Стартуем скуфский эфир в пятницу в 18:00 по МСК, а расписание уже лежит в наших ВК и телеге. Хорошего вам четверга! Пока!